канале Жизнь в Турции, и сегодня я направляюсь в Учхисар. Учхисар — это самая высокая точка Каппадокии. И нахожусь я сейчас в Гюреме, и отсюда каждых полчаса отходит маршрутка Гюреме-Невшехир, и она проходит через Учхисар. Проезд стоит всего лишь 6 лир. Ну что, поехали посмотрим на самую высокую точку Каппадокии. Вход в эту крепость платный, стоит 20 лир. И для людей, у кого есть музейная карта, она здесь не проходит, только за наличку. Время работы, ну и вот цена. И, как я сказала, написано, что музейная карта не работает здесь. Прямо на входе в крепость вы можете увидеть небольшую выставку картин. И, как я уже говорила, очень много именно с изображениями лошадей, потому что слово Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей». Напоминаю вам об этом. Ну что, идем внутрь, в саму крепость. Здесь достаточно крутая лестница. И вот так вот этаж за этажом проходите. И в каждой вот такой вот пещерке выставка картин. И здесь вот уже выходишь на свежий воздух. Ну что, вперед к покорению высоты. Я на одной из смотровых площадок крепости. Сзади виден на долину. И вот там вдалеке еще пару воздушных шаров даже летает. Ну, продолжаю подниматься дальше наверх. Вот и осталось буквально пару метров до самой верхней точки крепости. Я практически дошла. Вот он уже флаг, символизирующий самую высшую точку в Каппадокии. Ну что, я это все-таки сделала. Я на самой верхней точке Каппадокии. Ну и здесь на самом верху есть такая вот тоже небольшая смотровая площадка. И вы посмотрите, какой просто нереальный, сказочный вид на долины, на воздушные шары. Очень красиво. Внизу Учхисар. У меня за спиной есть небольшая фотозона, сердечко и вот такие вот качельки. Также дерево с амулетиками, с красивым видом на крепость. Если вы просто хотите сделать здесь фотографию, то одна фотка стоит 2 лиры. А вот еще внизу сейчас... Здесь можно увидеть, вот за мной, надувают воздушный шар. И если вы хотите сделать фотку с воздушным шаром, то она будет стоить 10 лир. Но есть небольшой лайфхак. Называется рядышком кафешечка. Вы можете купить чай, либо кофе, посидеть вот в этой кафе, вот в этом кафе с красивым видом. И тогда... фотографии на этой фотозоне для вас будут бесплатными. Поэтому берите себе на заметочку. Сам Учхисар небольшой, но возле
крепости есть вот такая вот небольшая долина. И я планирую сейчас спуститься вон туда вниз, через эту долину. В самом центре долины. Конечно, можно было, как люди, поехать на маршрутке назад, но я предложила прогуляться. И вот по таким вот обвесным тропам пытаемся спуститься в самый низ. Но это приключение. Вон какой спуск идет резкий вниз. Но я надеюсь, что мы справимся. Короче, я хочу... Ева раскричалась. Я хочу попробовать залезть сюда. Здесь какая-то вот такая вот дверька под землей. Ох, прям тут интересно. Сейчас как-то пролезу. Здесь вот вниз еще идет. И вот такая вот пещерочка. Посмотрим, какой вид открывается с этой пещеры. На соседние скалы и на долины. Здесь даже на скале сохранились наскальные рисунки. Как люди жили здесь, как они туда подымались и еще умудрялись выдолбить такие пещеры и еще их раскрашивать. Ну что, вот наш трекинг по неизвестно какой долине. От крепости Учхисар до Гюреме закончилось. Мы живы и здоровы и идем гулять дальше. Прямо на выходе из Учхисара есть вот такая вот смотровая площадка, как обычно, с деревца и с сердечком. И отсюда открывается просто фантастический вид вот на все вот эти вот долины. Пойдемте, пройдемте со мной. И куда бы ты ни шел, и куда бы ты ни посмотрел, везде красота. Ну все, на этом буду заканчивать свое видео из Учхисара. Надеюсь, вам было оно полезно. Оставайтесь на связи, подписывайтесь и все. Всем пока-пока.